Фанаты волейбола, всем привет! В названии нет никакого кликбейта, это действительно последний обзор. Последний обзор, который я выпускаю с такой задержкой. Дальше видео вновь будут выходить очень оперативно. Сегодня поговорим о 28-м туре мужской пари Суперлиги. Узнаем, как будет играть Питер, если Бабкевич получит всего лишь треть командных передач. И продолжают ли белгородцы побеждать. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола. Ссылка в описании. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и в Телеграм заглянуть не забудьте на конкурс прогнозов. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Начнем в хронологическом порядке. Матч в Новом Уренгое. Факел принимал Солигорский Шахтер. Вязкая борьба на старте сета приносила минимальное преимущество то одной, то другой команде. У Факела в атаке трудились Капранов и Энц. У Шахтера добывал очки неудержимый Марченко. До самой концовки игра не выявила лидера. Ямальцы лучше принимали и действовали в атаке, но гости на это отвечали острыми подачами и более крепким блоком. Но Юцевич ошибся на подаче, а Марченко отметился эйсом, и вот уже солигорцы впереди. Приполярники продолжили рисковать на подаче, но этот риск чаще оборачивался ошибками, и первая партия осталась за гостями 22-25. Эйс Вышникова принес Факелу брейковое преимущество на старте второй партии, а атака Динейкина после защиты Ковальчука упрочила лидерство хозяев. Солигорцы усилиями Марченко в атаке оставались в игре, а его эйс и вовсе сравнял счет на табло. Масько, вышедший на замену, отловил блоком Энца, а Фиэль подал на вылет, и к концовке Шахтер подошел с брейковым перевесом. Однако удержать его не сумел. Приполярники выстроили надежный забор из рук у сетки, не пустив на свою сторону атаки Масько и Марченко 25-23. Судьба третьего игрового отрезка вновь решалась в самой концовке. Ковальчук блоком на лидере атак солигорцев Марченко заработал для команды сетболы, а Капранов, подключившись с задней линии, завершил сет в пользу ямальцев 25-22. Четвертый сет значительно отличался от трех предыдущих. Подопечные Романа Имполова непозволительно много ошибались, а у солигорцев на подмогу Марченко пришел диагональный Павел Авдоченко. Команды отправились на тайбрейк при счете 19-25. В пятом сете при равной борьбе уже солигорцы допустили несколько ошибок, которые позволили волейболистам Факела заработать комфортное преимущество. И несмотря на то, что в концовке Шахтер немного подобрался к сопернику, на результат матча это повлиять никак не могло. Ковальчук закрывает блоком своего визави Казицына и ставит точку в матче 15-12 и 3-2, показательная победа Факела. Самым результативным игроком матча стал Корней Энц, который в последних матчах демонстрирует очень даже привлекательную игру. На его счету 30 очков. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала по традиции на ваших экранах. На очереди матч Новокуйбышевской Новы и Югры Самотлор. Хозяевам была просто необходима эта победа для того, чтобы забронировать себе место в плей-офф. Югорцы в этот раз сопротивлялись целых два сета, по традиции забрав один себе. Особенно хороши были диагональный Михаил Никель и доигровщик Александр Милицкий. Правда, на большее гостей не хватило. Нова уверенно забирает третий и четвертый сет, оформляя путевку в плей-офф. Нельзя не отметить 9 очков австралийского связующего хозяев Арждипа Досанжа. Ну а самым результативным игроком этого матча стал игрок Самотлора Михаил Никель, на его счету 20 очков. Анализируем статистику и двигаемся дальше. Дальше нас встречала ничем не примечательная вывеска с явным фаворитом. Московская «Динамо» принимала сургутскую «Газпром Югру». В первом сете обе команды надежно и мощно подают. Бело-голубые давят на подаче почти во всех расстановках, а в атаке связующий Павел Панков часто доверяет доигровщикам Денису Богдану и Никите Зудину. В концовке сета «Газпром Югра» подравнивает счет благодаря сериям подач вышедшего на усиление диагонального Вячеслава Руднева и его коллеги по амплуа Раджабдибира Шахбанмирзаева. Однако решающие розыгрыши партии остаются за «Динамо». Блок Панкова добывает бело-голубым сетбол, на котором в простой ситуации ошибается Раджаб 25-22. Во втором сете динамовцы допускают катастрофически много браков в самых разных элементах, а сургутяне напротив играют с хорошей концентрацией и успешно пользуются предоставленными шансами, реализуя доигровочные мячи. Судьба партии ясна задолго до окончания, а ее итоговый счет 18-25.
В третьем сете Динамо контролирует ход встречи, а в атаке основная нагрузка ложится на диагонального Цветана Соколова. Как это обычно и бывает, когда дела у москвичей начинают идти плохо. Газпром Югра подтягивается на подачах доигровщика Алексея Родичева, который совершает эйс и обеспечивает переходящий мяч. Но по сути это был последний успешный отрезок гостей в партии. После тайм-аута динамовцы полностью берут игру под свой контроль и не оставляют сопернику ни малейшего шанса на успех. 25-17. Четвертая партия проходит в равной борьбе, а важнейшим отрезком становится серия подач связующего гостей Вадима Ажиганова. Динамовцы организуют погоню благодаря выходу на усиление подачи Зудина. Однако несколько собственных ошибок в концовке перечеркивают усилия москвичей. 21-25. Пятый же сет становится бенефисом подачи. По 3 эйса подряд делают Соколов и Семышев, и вопрос о победителе практически снят. Динамовцы продолжают давление вплоть до последнего розыгрыша, а завершает матч эйс блокирующего Ильи Власова. 15-4 и 3-2. Москвичи продолжают погоню за непроигрывающим Белгородом. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команды. Цветан Соколов и Раджаб Шахбанмирзаев набрали по 18 очков. Интересный статистический факт. Гости за игру поставили 6 результативных блоков, и все они пришлись на вторую партию. Напишите в комментариях, добавить ли такую рубрику на каждый матч в будущих обзорах. А мы смотрим остальную статистику и переходим к следующему матчу. Казанский «Зенит» у себя дома принимал «Нефтяник» из Оренбурга. Матч получился максимально предсказуемым. Хозяева не оставили ни единого шанса подопечным Павла Борща. 25-17 и 2 раза по 25-16. Правда, и сам «Нефтяник» явно ни на что не рассчитывал в этой игре, приехав в Казань значительно урезанным составом. Да настолько, что весь матч на позиции доигровщика провел номинальный либеро Максим Максименко. Именно с этим игроком и связан самый интересный момент этого матча. Максим показал в атаке 36%, реализовав 5 из 14 атак. Точно такую же статистику имеет его тезка из Казани, Максим Михайлов. Но либеро гостей в итоговом протоколе разжился еще одним очком, благодаря блоку на диагональном «Зенита». Мне кажется, это исторический момент в карьере каждого игрока. Давайте пересмотрим это еще раз. Ну а самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, набравший 16 очков. Протокол и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Перемещаемся в Тулу, где непобедимая Белогорье планировала продлить свою серию в матче с кемеровским Кузбассом. Первый сет проходил в равной борьбе, но с небольшим преимуществом гостей. А когда в концовке Кузбасс имел +3, казалось, что кемеровчане уверенно доведут сет до победы. Но не тут-то было. Львы проявили характер и в нужный момент включились, сравняв счет, а на балансе точку в игровом отрезке поставил Георгий Заболотников своим эйсом 28-26. Вторая партия прошла в тотальной доминации хозяев. Кузбасс много ошибался и не добивал до пола, за что края белгородцев неумолимо наказывали 25-14 и 2-0. Старт третьего игрового отрезка давал болельщикам понять, что в нем матч и завершится. Но гости были категорически против такого развития событий. Сравняв счет ближе к концовке, на авансцену Тула-арены вышел доигровщик Кузбасса Роман Пакшин. Обыгранный тройной блок и эйс оставляют шансы гостям в этом матче 25-27. Правда, почти со старта четвертого игрового отрезка стало понятно, что борьбы мы больше не увидим. Стараниями диагонального Мохаммеда Аль-Хачдати львы зарабатывают преимущество, которое уверенно доводят до конца. 25-17, 3-1, Белогорье продолжает побеждать во втором круге мужской Пари Суперлиги. Самым результативным игроком этого матча стал марокканский диагональный Львов, набравший 26 очков. Изучаем протокол матча, прогноз из телеги и двигаемся дальше. Очередное сибирское дерби. Новосибирский Локомотив принимал красноярский Енисей. Любая оплошность хозяев в оставшихся турах лишит их второго места в турнирной таблице, поэтому к каждому матчу железнодорожники должны относиться максимально серьезно. Енисей далеко не самый проходной соперник, что и доказал во втором сете. Но класс игроков Лока и длина скамейки сделали свое дело. 25-19, 20-25, 25-22, 25-19 и 3-1. Хозяева оформляют непростую и очень важную победу.
Самым результативным игроком этого матча стал диагональный красноярцев Роман Мурашко, набравший 19 очков. Отправляемся в Сосновый Бор, где Динамо ЛО принимала Нижегородский АСК. Ох, ну давайте будем честны, если бы АСК проводила так каждый матч, то они явно бы не находились на дне турнирной таблицы. Всего 11 ошибок за 3 сета. Образцово-показательная чистая игра от подопечных Андрея Дранишникова. Также отмечаем центрального блокирующего Александра Захватенкова, который успел поставить 6 блоков из командных 15. Два раза по 23-25, 21-25 и 0-3 сенсационная победа АСК. Ну а самыми результативными игроками матча стали аж 4 человека. У Динамо ЛО 12 очков набрал Дмитрий Калинковский, а у гостей эта отметка покорилась Петру Премовичу, Александру Захватенкову и Александру Петыркину. Протокол матча и прогноз СТГ на экранах ваших устройств. Завершаем обзор матчем в Питере, где «Зенит» встречался с «Уралом». Уфимский клуб удачно начал игру. К счету 12-16 Сержио Бузата посадил Сивожелеза, у которого были проблемы и с атакой, и с приемом. Вместо него вышел Тихонов. В концовке сета Питер мог достать соперника, но все вопросы практически снял Рыбаков, забивший брейковый мяч после своей же отличной подачи. Ну а после ошибки Бабкевича в атаке шансов у «Зенита» не осталось. 21-25. Небольшой отрыв хозяевам удалось создать в середине второго сета, когда Бабкевич сначала забил в доигровке, а затем поставил блок. Но этот гандикап испарился мгновенно, а затем Урал совершил рывок, решивший судьбу второго сета. По ходу этого, безусловно, позитивного для уфимцев отрезка неплохо проявил себя Ковачевич, забивший пару важных мячей. А еще гости полностью перекрыли кислород Воронкову, дважды зачехлив его в четвертой зоне. В итоге Федор досматривал партию из квадрата запасных, а хозяева уступили концовку сета 25-21. Такой расклад явно вдохновил гостей, а Питер оказался в состоянии тяжелого нокдауна 5-1 после эйса Гуцелюка на старте третьей партии. Но в дальнейшем хозяева, превозмогая себя, все-таки сумели вернуться в игру. В этой партии «Зенит» наконец-то сумел отодвинуть от сетки Ушкова, который долгое время дирижировал игрой своих нападающих в максимально комфортных условиях. Достаточно сказать, что заоблачный уровень реализации атаки выше 60% держался у Урала с начала матча аж до середины третьего сета. Но под конец этого отрезка принимающих Уфы проверил на прочность сначала Бабкевич, а затем Тихонов. Тимофей в принципе оказался героем момента, поскольку кроме солидной подачи у него было еще и несколько забитых мячей. Балансируя на краю пропасти, Питер все же устоял и выиграл сет на характере 25-22. Урал нарвался на камбэк «Зенита», но возвращение отнюдь не было легким, потому что, во-первых, гости не рассыпались, во-вторых, хозяева не демонстрировали того игрового тонуса, который позволяет доминировать. Например, эффектно выступивший в концовке третьего сета Тихонов здесь в моменте совершил две подряд ошибки в атаке. В борьбе нервов, где у обеих сторон плюс-минус равные шансы, многое могут решить отдельные эпизоды, дающие психологическое преимущество. Таким моментом можно смело считать розыгрыш в четвертой партии при счете 19-18, который забрал Питер. «Зенит» был сильнее в тяжелой концовке сета и перевел игру на тайбрейк 25-23. Начало завершающей партии хозяева провалили, что, конечно, делало Урал фаворитом концовки матча, поскольку такое преимущество является очень весомым аргументом для укороченного сета. Однако завершиться как-нибудь банально этот качельный матч, вымотавший нервы обеим сторонам, не мог.
«Зенит» достал соперника уже к счету 10-10 после 2 успешных блоков. Последнее слово в итоге осталось именно за хозяевами. Эйс Сиважелеза, двойной блок Яковлева с Ковалевым и 17-15. 3-2 «Зенит» обеспечивает себе 5-е место по итогам регулярки, что в принципе очень даже неплохо, учитывая результаты по ходу сезона. Самым результативным игроком матча стал Урош Ковачевич, набравший 24 очка. Да-да, не Владислав Бабкевич. Протокол и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Вот таким получился 28-й тур мужской Пари Суперлиги. Достаточно предсказуемым, но невероятно зрелищным. Турнирная таблица и расписание 29-го тура на ваших экранах. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Подпишитесь на канал, ведь совсем скоро начнется плей-офф. Поставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите слова поддержки за мои старания. В Телеграм заглянуть не забудьте, конкурс прогнозов выходит каждый тур. А на плей-офф постараюсь сделать приз еще более приятным для вас. Ну а с вами был фанат волейбола. До скорой встречи!